Айнакан, ты не знаешь, кто это? Ну как же, это писатель Бектас Ага. Влажность 43,7. Эй, паренек, иди-ка сюда. Это вы мне? Да-да. Тебя как зовут? Ануар, А твоего отца? Кажибек. А, значит, ты внук Кыбрая. Да, А в каком ты классе? уже в 4. И, наверное, отличник. Угадали. А ваш зауч Сагатбай Ага здоров? Здоров. Я его сегодня видел. Передай ему, пожалуйста, записку. Ты знаешь, где он сейчас? Наверное, у себя. Вот и отлично. Беги, я здесь подожду. Ну, что ты на меня смотришь? Беги. Из рода Кикбай жрут лягушек. Ай-яй-яй! Ква! 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 А из рода Наизаи все орут, как ишаки. Это кто жрет лягушек? Вот я вам покажу, как издеваться над нашим родом. Эй, Бектас, дай ему за ишака. И ты, дурень большой, туда же. Ребята и так вот-вот подерутся. Это полезно. Пусть повоюют. Кулаком голову не проломишь. Наизаи ишак. А ты, Кикбай, лягушатник, ква, ква, вот я тебе сейчас шею сверну. Да я раньше тебя задушу, малявка. Ты скелетина! Ой! Шайтан! Стой! Куда? Стой, тебе говорю! Ну, я с тобой еще раз сделаю, собачий сын! Я знаю, кто ты. Ты шайтан! На тебе, шайтан! На! Тебе очень больно, сыночек. Нет, только печет. Ничего, скоро пройдет. Говорила я тебе, не попадайся этому дурачку на глаза. Аспет, ты не знаешь, куда девался мой пояс? Эй, жена, ты что, не слышишь? Я тебя спрашиваю, куда девался мой пояс? Вечно он что-нибудь ищет.
Слава Аллаху, что еще хоть голову не потерял. Ну, куда он подевался? Просто ума не приложу. А, черт. Ну что сидишь? Иди поищи. А чего искать? Ты чем сено обвязывал? Тьфу ты. И верно, поясом обвязал. Совсем забыл. И как это у меня из головы выскочило. Вот чертова баба, все знает. Здравствуйте. Здравствуйте, учитель. Жена, встречай гостя. Ну, как он? Спасибо, получше немного. Проходите. Как дела, Батыр? Хорошо. Ну, молодец. Садитесь, учитель. Чай будем пить. О, как я вовремя пришел, а? Мой же ребеночек. Ты куда собрался? Пойду погуляю. Ах ты, горе моя, ну что за парень неугомонный? Ведь тебе лежать надо. Бектас, садись. Ну, кому я сказал? Нынче власть досталась нам, гордым ленинским орлам. А кто зовется ленинцем, никогда не ленится. Стали мы героями, жизнь в колхозе строим мы. Было худо с баями, их теперь не знаем мы. Будь же к трудностям готов, больше нечего тужить. Жить нам вольно без оков, еще лучше будем жить. Неплохое стихотворение. Это ваш Бектас сам сочинил. У нас в роду еще не было сочинителей. И откуда что берется? Недаром он родился в рубашке. Да еще в сытый год. Ну, какой там сытый год? И откуда ты это взяла? Это как раз было, когда мы... Да вы же в том году отбили большой табун у калмыков, и было много мяса. Да нет, совсем не тогда. Ну как же еще Сапара? Тогда укусила собака. Ты забыл. О, и верно. Как раз в тот год. Ваш Бектас очень способный. И нам надо подумать, как ему дать образование. У нас только 4 класса. Он их окончит весной. А осенью отправим его в город. Ну, герой, учиться в город поедешь? Поеду. Молодец. Ну, иди, побегай. Ни к чему это. Мал он еще. Как он будет в городе? Как бы у него мозги не прокисли от этого образования. Не прокиснут. Ну что ж, мне пора. Еще чая не выпьете? Нет, спасибо, довольно. Не провожайте меня. А все-таки вы еще подумайте о том, что я сказал. И долго ты собираешься рассиживаться? Кто за тебя работать будет? Что ты за моду взяла последнее время мне указывать? Чаю не даст спокойно напиться. Из чего ты столько пьешь? Будто копченым мясом объелся. А ты что, не знаешь? От сухого хлеба еще больше пить хочется. Не очень ты спешишь на работу. Ну вот, дождался. Бригадир за тобой идет.
Вот дьявол. Где он? Где бригадир? Где? Держи свой пояс. Опять ты меня обманула, паршивая баба. Ох, горе-то мое. Бектас! Пойди сюда. Отец топор забыл, догони его, догони. Отец, ты топор забыл. А? Значит, ученым хочешь стать? А не боишься, что у тебя мозги прокиснут? Мои мозги не из айрана, не прокиснут. Ты за словом в карман не полезешь. Чу-чу. Кикбай, ква-ква! А ты А ну-ка, ребята, кто из рода Найзаи, поднимите руки. Угу. Значит, остальные из рода Киикбай? Да. Да. Жанбалсын. И ты, Бектас. Идите на улицу и принесите мне по горсти земли. Ребята, что же вы не поняли? Я просил вас принести мне по горсти земли. Не дразнись, а то попадет. Вот сейчас скажу учителю, он тебя выгонит. А теперь скажите, вы замечаете какую-нибудь разницу между этими кучками? А в одной камешек. А, да, так я его уберу. А сейчас? Они совсем одинаковые. Вот так же похожи друг на друга Киикбай и Найзаи. Вот так-то. И нечего вам ссориться. Хоть мы все из разных родов, но все мы дети одного народа. И родина у нас одна. Товарищи, сегодня у нас происходит очень важное событие. Бедняки наших степей делают крутой поворот в сторону социализма. От имени советской власти мы решили весь байский скот как это слово? Конфисковать. Конфисковать весь байский скот и отдать этот скот в полную собственность колхозу. И все ценное имущество баев и кулаков также конфискуется в пользу бедноты. Это решение аульного совета. Мы должны его принять. Конечно, Будем голосовать? Давайте. Тогда, товарищи, голосуем. Кто за? Пиши единогласно. Можно опустить руки. А, приятель, здорово. Подходи поближе. Принято единогласно. Здравствуйте. Здорово. А, Базильжан. Ну-ка покажи. Да вот смотри. Хорошо. Давно тебя не было видно. Эти кони колхозу, а эти армии. О, уже нагрелась. Давай сюда. Ну что ж, начнем. Эх, прославишься, Кимбай. Первое колхозное клеймо поставил. А эту для армии? Нет, колхоз, а вот тут для армии. Давай сюда. Стоять. Осторожнее, Кимбай. До костей прожжешь.
И как только дядя Акимбай не боится, а? Вы только посмотрите на Идриса. С Кулимбалы глаз не сводит. Да, губа у него не дура. Кончились его золотые денечки. Поизмывался над нами. Верблюдов шерстью глотал и не давился. Срезали соколу крылья. Ой, бой, смотри, руки-ноги связали. Ах ты, какое несчастье. А все-таки жаль старика. Его жалеть нечего. Он никого не жалел. Сколько мы от него плакали. Что здесь происходит? Да вот байский скот делим. О, это дело! Смотри, какого жеребца ведут. Хорош ты. Бакшабай плохих не было. Вот это конь. Да за этого жеребца Бакшабай целый косяк кобылиц отдал. Еще бы, он и стоит того. Что, этого в армию? Нет, оставим колхозу. Ставь клеймо. Да смотри поаккуратней. Такого красавца и клеймить-то жалко. Да ничего, я легонько. Держи крепче. Хорош. Ах, хорош. Эй, Акимбай! А ты мы пришли. Принимай. А чего это ты явился? Дело есть. О, что? Ну, а что за дело? Вот, ставь клеймо. Ах, вот что. Колхозу его или в армию? Вала-то. Ну да. Ясное дело. Колхозу. Так, колхозу? Да. Ну ладно. Спасибо, Акимбай. Ишь ты, сдал колхозу дохлого вала, а важничает, будто племенного жеребца привел. Чу. Забирай глубже. Ладно тебе. Что вол, что хозяин, оба хороши. Эй, Аспет, ослабел твой муженек, едва ноги волочит. Аспет, ты его, наверное, плохо кормишь. Эй, герой, пусти, может, у меня лучше получится, Уйди, не мешай, без тебя справлюсь. Ну, пошел! Не мужик, а горе, и как ты его только терпишь. Чу. Ну, чу. Поворачивай на ту сторону. Ну вот, видел как? А теперь поработай сам, комсомол. Ничего, это полезно. Ну, пошел. Так. Вон из моего дома, сукин сын! А с тобой я еще А поговорю. что я такого сказала? Я тебе покажу равноправие. Пусти! Ты меня узнаешь, что в доме хозяин. Я тебя научу уважать мужа. Убирайся, щенок. Дрянь! Что делаете, Капитан? Опомнитесь! Пусти меня! Пусти, я им покажу! Уходи, учитель, не слушайте свое дело! Вот ты как! Как вам не стыдно? Ну тогда... Он убьет маму, не Пусти пускайте меня! его! Пусти, я сказал, убил! Много воли они себе взяли. Пустите меня! Пустите! Какого черта суете с ним свое дело? Пустите! Откройте дверь! Откройте дверь, кому я сказал! Откройте! Я с вами еще посчитаюсь! Вы еще Ничего. вспомните Капитбая! Больше он вас бить не будет. Не старые времена. Совсем взбесился пес, жену чуть не убил. А учитель какой хороший человек, дай ему Бог здоровья. Без него пропала Байнек. Вот муж попался, а ведь мог убить ее. Конечно. Не подозришь. Бедная, бедная. Надо проучить этого чужака. Вздумал нас всех уму-разуму учить. Учите.
Я с ним сейчас по-своему поговорю. Большую власть себе взяли. Хозяева. Стой! Слезай с коня! Пусти! Пусти! Пусти, жеребец стоялый! Кому говорю? Пусти! Я тебе за учителя. Знаешь, что сделаю? Только попробуй тронь его башку к чертям оторву. Слезай! Пусти! Бандит! Байский прихвостень. Какая жалость. А я-то надеялся. Ой, бой, горе ты мое. Скоро обед, а ты еще в поле не был. Люди работают, а ты все бездельничаешь. Да скорей ты. А куда мне спешить? Слава богу, нигде не горит. Привязалась тоже. Да, с таким урожаем сыт не будешь. А что поделаешь, засуха, да? Колосьев в поле, как у Плешивого, волос на голове. А на колоске всего по 3 зернышка. Засуха. Думали, хоть в этом году отъедимся. Выходит, от того, что посеяли, не соберем. Ничего, ничего. Караван выпрямляется в пути. Да, как же. Повыше кидай, повыше. Знаю, не учи. Чего ты ползешь, как черепаха? Погоняй, да подгоняй же. Ассаламу алейкум. Здравствуй, Жалкибай. Послушай, это твоя кобыла? Моя. А ну, веди ее сюда. А что, зерно неплохое. Ну, как дела, товарищи? Хорошо. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Здравствуй, товарищ Арманов. А, привет, учитель, и ты здесь? Здравствуй. Хорошо, что привел ребят. Что не говори, а все же подмога колхозу. Стараемся. Ну, иди. Значит так, Жалкибай, твоя кобыла будет работать на таку, а того коня я заберу. На пашне работы много. Только моя кобыла очень норовистая. А может, скажешь, вообще не объезженная? Меня и то сбрасывает. Бешеная. А уж чужого и близко не подпустит. Убьет. Не убьет, справимся. Запрягай в каток. Да она у меня в упряжке не бывало ни разу. Аллах свидетель. Ничего, ничего, запряжем, так пойдет. Ты что, молодьбу сорвать хочешь? Кому сказано, запрягай? А если она такая уж бешеная, попробует пару раз плетки, с меня овцы станет. Ну чего стоишь, запрягай. Эй, ты что, ты что? Ешь, на. Ешь, ешь. Эй, Виктас, давай садись. Ой, живот болит, не могу, больно. Ты Ой, что, Виктас? живот заболел. Дядя Жалкибай, а можно я? Ты Тартыбек? Я умею. Ну, давай, подсажу. Хоп. Я предупредил, смотрите. Кобыла с норовом. Если что случится, я не отвечаю. Чу, на, чу, ну, пошла, ну, чу. Ну что, Жалкибай, обмануть меня захотел? Видишь, как идет? Выдумал тоже, кобыла у него норовистая, в упряжке не ходила. Самая обыкновенная кобыла, нечего голову морочить. Свое добро пожалел. Ну, мне колхоза лошади жалко стало. Ух ты, саботажник, я тебе покажу. Товарищ Арманов, нельзя же так. А что, я не прав? Но кобыла действительно норовистая. Ты уверен, что она не сбросит ребенка? Так, ты меня, кажется, учить вздумал, парень. Обучай свою мелюзгу и не суйся, куда не спрашивают.
А то знаем мы таких. Что? Интеллигент несчастный. Только и умеешь, что красивые слова говорить. У меня с такими разговор короткий. Смотрите, смотрите, лошадь понесла! Горяй, негодяйки, Тыртыпек! Ой, что же вы смотрите? Ловите кобылу, она же сбросит его! Тыртыбек! Тыртыбек! Жив, Тырдыбек. Тырдыбек, Где болит? братишка, Здесь? 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 А. Сейчас. Что случилось? Надо что-нибудь сделать, а? Ты свое дело сделал. Так что лучше уезжай отсюда. Потерпи. Ничего, ничего. Сейчас тебе будет легче. Так. Чу. Молодец, Тырдыбек. Потерпи. Держи, будешь сам работать на своей кобыле. И чтобы хлеб был обмолочен вовремя, ясно? Больше активности. Если так будете работать, и через год не закончите. Идрис, вашего Тырдыбека конь сбросил. Не болтай, его не сбросишь. А я тебе говорю, Тырдыбек упал с коня. Я своими глазами видела. Расшибся мальчишка. Что? Расшибся? О, Аллах, сыночек мой. Да куда ты бежишь? Там он, там. И учитель с ним. Горе, как же это? Как же? Там он. Беги, беги скорее. Здравствуйте. Здравствуй, учитель. А вы знаете, что такое радио? А что такое радио? Это такое изобретение. Его придумали ученые. С его помощью можно слушать разные песни и музыку со всего мира. Со всего мира. Да. А это проводит электричество в наш аул. На стене будет такая пуговка. Нажмешь ее, и в твоем доме сразу зажжется яркий свет. Это мой бунокль. Эх, Бектас, Бектас. Надо говорить бинокль. Да, сколько вы еще узнаете? О! Тихо, ребята. Тихо. Устал человек. Пусть хоть немного в тени отдохнет. Пошли. Ну-ка загадаем, будем мы сегодня сыты или нет. 1, 2, 3. Есть! Значит, будем. Загадаем еще раз. Оп. Здравствуй. Долго ты к нам добирался. Я уж не знал, что и думать. Идем к Бакшабаю. Четыре дня ждем тебя. Раньше ты не задерживался. Уж не хочешь ли увильнуть? Смотри. Зачем обижаешь, Бакшабай? Даже собака не предает своего хозяина. Разве что взбесится. Просто мне теперь трудно стало из аула выбираться. Следят за мной, будь я не проклята. Вот я и ждал случая. А это доля Бакшабая. К реке! Бакшабай зовет. Иду. Ну, что там с моим скотом? Да что об этом говорить? Нет больше вашего скота. Разбазарили его оборванцы. Одну половину в колхоз забрали, а другую в армию отправили.
Народ совсем обезумел. И на Аркане не удержишь. За большевиками без уздечки бегут. Прямо как с цепи сорвались. Какая-то у них там ячейка. Шурманов, учитель Сагатбай и кузнец Акимбай туда же. Этот дурень даже против родного отца пошел. Да еще этот 25-тысячник. А это еще что за гусь? Узакбай, председатель аулсовета. Я ему о себе еще напомню. Рассчитаюсь за все. И правильно, а то заважничали, хозяевами себя почувствовали. А на собрание соберутся, орут, как ошалелые. Все теперь научились речи говорить, и каждое второе слово у них большевик. Эх, дай волю Ишаку, на хозяина своего легнет. Пора склонять людей на барымту. Надо угнать откуда-нибудь косяк коней. Ага. А верховодить будет этот Верзила. Кто, Жантай? Да. Ты бы заранее с ним поговорил. Ему известно, что мы здесь? Нет. Ну вот и хорошо. Он парень сильный, а что ума маловато, так это нам даже лучше. Только ты не проболтайся. Нет. Власти за барымту по головке не погладят, а схватят людей да прижмут им хвосты. Все за помощью ко мне прибегут. Куда же еще? Правильно. А кузнец Акимбай разъезжает на вашем вороном жеребце. Вот, это колхозное клеймо. Да, хороший подарок ты мне сделал, Жилкибай. Молодец. Спасибо. Мне оно пригодится. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Дай-ка мне. Да, разомнись. Бей. Да ты что, испортил подкову? Дай закурить. Ты же не куришь, Сагатбай. Ладно, дай. Да не кури ты, сынок. Иди сюда. Бери. Мне не жалко. Освежись лучше. На, освежись. Возьми. Ты что такой кислый? Влюбился, что ли? Угадал. Что-то устал я. Возьми себя в руки, учитель. На тебя же люди смотрят. Рано тебе унывать, сынок. Я уже 9-й десяток доживаю, и то духом не падаю. А в твои годы жаловаться на усталость — это просто стыдно. Ты лучше спой, и на душе веселее станет. Стар я пусть, но красотка сядет рядом, как юнец я обожгу жарким взглядом. В беге лет сердце возраст одинаков. Мне всегда было годков 20 с гаком. Ну а гак хоть растянулся лет на 100, на молоденьких поглядываю часто. И любая красавица-девица выйти замуж за меня согласится. 85 не қылғаның оу қалжыратып өлеңді қайтып айтам оу алжып жатып бір
И хорошая же песня. Молодец. Ах ты, чертяна. Устала, но стариками подтрунивать у тебя есть силы, а? Ну-ну, пой, сынок. Тозаққу алды менен бізді айдаса шалдарды біздей дүзді айдаса алдымен айдатпай-ақ барар едік алдымда 15 жаста қыз айдаса. Здорово поет. Ты только послушай. А песня-то какая? Настоящая. Ай, молодец. Спой еще, сынок. Пусть молодые послушают. Спой еще. Хорошо у тебя получилось. Да, хорошая песня. Салам алейкум. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Жантай. Ты что ж, коней за уши хватаешь? Хватаю, если нужно. Ты не боишься? А чего мне бояться? Вдруг хозяину это не понравится? У хозяина тоже есть уши. Сынок, сильный всегда самоуверен, а храбрый неосторожен. Верно. Постойте. Сагадбай, неужели это ты? Я? Здорово, земляк, давно тебя не видел. Пусти, дьявол, задушишь. Не ждал тебя встретить. Так значит, это ты учитель? Я? Он же из нашего аула, мы с ним выросли вместе. Да. Ну что, пойдем поговорим. Пойдем, Жантай. Идем. Смеешься? Смотри, как бы тебе не пришлось плакать, Акимбай. Бектас. Иди за ними. В случае чего нас позовешь. Беги. Скажи, Жантай, где ты пропадал все эти годы? Я слышал, что ты был в интернациональном отряде. Верно. Значит, сражался за советскую власть? С басмачами дрался? Да, случалось. Рубил от шеи до седла. А потом что делал? Долго рассказывать, да и вспоминать неохота. Где я только не был, где не скитался. Как перекати поле. Но все-таки. Чуть не подох в песках. Да. Домой я больше не вернулся. Да и возвращаться было не к кому. Отец умер, с лошади упал. Сердце оборвалось. Жаль, хороший был человек. Да. Мать замуж вышла. Я ей теперь не нужен. Я и подумал, что одному мне даже лучше будет. Правда, когда заболел тифом, мне трудновато пришлось. Чуть не загнулся. Тут Жилкибай меня и нашел. Отъелся немного, сил набрался. И что он все время стучит, черт. В ушах от него звон. А что сейчас думаешь делать? Жить, как все живут. Как все. Язык твой говорит одно, а вот глаза совсем другое. Да, Жантай, ты чужие табуны угоняешь, так мне говорили. Это добром не кончится. Пару раз сойдет, а на третий можешь и шею себе свернуть. Вот так-то. Да я знаю. А как жить? Без мяса нет казаха, а вы землю ковыряете, дурачье. Думаете, соломой сыты будете. Надо идти на Барымту. Мясо доставать. А что будет с теми, у кого ты скот угонишь? А что мне о других думать?
Обо мне никто не подумает, если я буду с голоду подыхать. Вот и выходит, что одно у нас спасение – Барымта. Скот нас кормит, и я его добуду. Ты же за советскую власть воевал. А теперь сам же против этой власти пошел. Эх ты. Не учи меня, учитель. Своего ума хватает. Проживу. Постой. А ты бы все же подумал, может, лучше делом заняться, чем коней воровать. Ладно, сам знаю, что делать. Что это он делает? Идрис! Вставай! Вставай! Идрис! Слышу, слышу! Жантай коней пригнал. Вот этот загиб. Погоди скорее. Иду. О, Господи, откуда кони? Не твое дело. Грех же это. Грех? А когда твои дети мясо ели, небось, забыла? Спи, спи, Тардыбек. Ты куда, Бектас? Эй, учитель! Иди, получай свою долю. Поешь досыта! Бектас, идем домой. Сыночек, ты замерз. Подожди, мам. Ну, пойдем, пойдем же, ребеночек мой, пойдем. Ты слышала, жена, как наш сынок Акимбай со мной разговаривал? Вором отца обозвал. Говорит, я к этому мясу и не притронусь. Разозлился и ушел к себе в кузницу. В самое сердце он меня ранил. Слышишь? Это он нарочно стучит. Большевик. И это родная кровь, наш единственный сын. Ах ты, щенок. Будь прокляты эти кони, если так приходится расплачиваться за них. Лучше уж сидеть голодными, чем идти за них в тюрьму. Да замолчи. Ой, что будет? И зачем я связался с вами? Ой, дурак. Эх, не надо было брать коня. Уйди. И все-таки нельзя так огульно подходить. Поймите вы, обвинять их всех это будет неверно. Не все они виноваты. Прежде всего нужно выяснить и разобраться, кто организовал эту барымту. Чепуха. Барымта – это просто грабеж. И нечего их жалеть. Все, кто принимал участие в барымте, преступники. И должны отвечать за свое преступление. Ты что же думаешь, что все негодяи, Шарманов? Неверно это. Давай-ка спокойно разберемся. Барымта требует серьезной подготовки. И совершенно ясно, что должен был быть какой-то человек, который все это организовал. Верно. Верно. Вот мы и должны прежде всего выяснить, кто это. Видимо, это кто-то из местных. Да. Он сумел запугать людей. Как вы думаете, кто это может быть? Кто? Трудно сказать. Главное, что он сумел использовать отсталость наших людей. В том-то и дело. Но разве можно за отсталость привлекать людей к ответственности? То, что они темные, не вина их, а беда. Слишком ты добренький. Это не только воровство. Это контрреволюция. Да, да. Это вылазка врага. И наш долг это пресечь. С врагами нечего церемониться. Ну, это уже Ладно, ладно, товарищи, спокойно.
Нам все-таки нужно прийти к какому-то единому решению. Я абсолютно уверен, что Барымта – дело рук врагов. И расчет у них совершенно точный. Они знали, что наказание озлобит людей. И настроит их против советской власти. Верно? Их нужно судить по всей строгости революционных законов. Товарищ Шарманов, я понимаю ваше настроение. Вы правы, с врагами мы должны быть бескомпромиссны. Но сначала надо выяснить, действительно ли они враги. А может, они только слепые исполнители воли врага? Именно. И тогда покарать их было бы несправедливо. А нам пока что известны только исполнители. Вот. Правильно. И я считаю, что наказывать этих людей было бы ошибкой. И я предлагаю ходатайствовать об освобождении задержанных перед губернским комитетом партии. Вот это правильно. Верно, Узакбай. Ну вот, а теперь сопоставим факты. Бакшабаю удалось бежать из-под стражи. Что? И он прячется где-то здесь, в горах. Тогда ясно, кто виноват. Бакшабай. И надо освобождать людей. Будут другие предложения? Нет. Проголосуем, товарищи. Принято единогласно. Да, Сагадбай, поезжай в город. Пойдешь в губком и доложишь там обо всем. Хорошо. Ты им объясни. На дорогах сейчас не очень-то спокойно. Ничего, я дам провожатых. Угу. Бектас. Я еду в город. Счастливо. Бектас, беги домой. Твоей маме плохо. Дженише, иди сюда. Асбета умерла, не смогла разродиться. Ой, горе. Не горюй, сынок, на все воля Аллаха. Ох, несчастная Аспет, а все о девочке мечтала. Ох, горе, горе. Здравствуйте, Беке. Здравствуйте, здравствуйте. Бедный Аспет. Не дождалась девочки. 2 сыновей сиротами оставила. Не плачь, Идрис. Тебе о сыновьях подумать надо. Измотался я в городе. И в дороге замерз. Холод страшный. Да, Сагадбай, тебя вызывают в райком. Съезжу на днях. Нет. Сказали, чтоб срочно. Возьми в колхозе коня и отправляйся.
Ладно. Слушаю, Закбай. Есть у меня одна мысль. Чего-чего, мыслей у тебя всегда хватает. Зима приближается. Дрова заготавливать надо. Поедем в горы за дровами. Можно и лесу заготовить. Дома бы построили. Сколько можно в мазанках жить? Хватит. Не о том сейчас речь. Я хотел тебе сказать... Почему не о том? Жилье для людей самое главное. И пора об этом подумать. Ты с Шармановым все еще ссоришься? Случается. И напрасно. Конечно, он иногда бывает слишком груб, но это можно понять. Я его очень давно знаю. Жизнь у него нелегкая. Семьи не завел. Он все свои силы отдает делу революции и того же требует от других. Но ты его не суди, а постарайся понять. Я все это понимаю. И все-таки не могу видеть, как он обращается с людьми. Да я с тобой согласен. Что делать? Характер у него такой. Но вы оба коммунисты, верно? И вы не должны между собой ссориться. Ты едешь в город. Знаешь что? Пожалуй, поговори в райкоме и об этом. Ну и решай, что делать. Может, чаю выпьешь? Нет, спасибо, я пойду. А ты помни, коммунистов у нас в ауле не так много. Надо держаться вместе. Счастливого пути. Спасибо. Ну вот, готово, иди к дедушке, иди. Теперь он настоящий джигит. Вот и придется тебе устраивать той поздравить внука. Ладно, ладно. Смотрите, Идрис новую жену везет. Смотри, едет вот. Это же Кулимбала, красавица наша. Недолго вдовел Идрис. А что ему делать? Без хозяйки дом сирота и дети без присмотра. Ой, бой, совсем девчонку взял. Поздравляю тебя, Идрис. Спасибо. Счастливой вам жизни. Видишь? Счастливой любви. Да. Не старый. Дай Бог. Эй, жених, давай отступного, а то не пропущу. Раскошеливайся. Пусти, Жантай. Что ты в самом деле? Да нечего, давай. Не жадничай. На, держи. Эх, молодец. Выпьем за молодых. А я-то думаю, где он пропадает. Оказывается, сватался. А ничего, выбрал красивую. Поздравляю. Не проспи завтра. Утром идем лес рубить. Ну ладно, пропусти. Чего ты привязал? Хочу! Ох, хороша баба. Брови как подковы, глаза как стрелы, насквозь пробивают. Сам бы на такой женился. Ах! Повезло мужику. Такая красавица Идрису досталась. Да, просто завидно. Обошел он тебя. А, ты дома, сыночек? Это твоя новая мама. На. Возьми. Бери, мама угощает. Чаю хочется.
у учителя сапоги украл. Вор! Ишак, загнал свою мать в могилу. О, Аллах, прошу тебя, сделай так, чтобы Жанбал-сын понял, как трудно жить в сироте. За что они меня обижают? Ведь я ничего им не сделал. Помоги мне, Аллах, помоги. За что они меня дразнят? За что вором называют? Ведь я сапоги не украл. Честное слово. Сагатбай ага мне их сам дал. Что же ты, Бектас, совсем забросил собаку? Не кормишь ее. Это нехорошо, брат. А плакать не стоит из-за таких пустяков. Что сапоги тебе подарил Сагатбай, я знаю. Носи спокойно. И никого не бойся. Вон. Видишь, как отощала собака? Куда это годится? Я буду ее кормить. Эх ты, малыш. А что я забросил собаку, не говорите учителю. Он сюда не вернется, мой мальчик. Райком направил его на другую работу. Ну чего ты так испугался, Бектас? Не умер же он. Но будет работать в другом месте. Конечно, нам без него будет трудно. Ты что, не спишь? По отцу соскучился. Он завтра вернется. Я знаю. Дать тебе мою подушку? Не нужно. Ну тогда спи. Спи, мой же ребеночек. Кулимбала! Открой! Открой, это я! Я вернулся, Кулимбала! Открой дверь! Ты что, забыла меня? Не узнаешь? Поздно ты вернулся. И напрасно пришел к моему окну. Ты ведь знаешь, что я замужем. Замужем. Могила твоего мужа давно мхом поросла. А этот, какой он тебе муж? Ты моя. Нет. Раз уж я пришла в этот дом, я буду ему верна. Всю свою жизнь. Открой! А то я подниму на ноги весь аул. Я 3 года тебя ждала. Все глаза выплакала. А ты неизвестно где пропадал. Уходи. Кулимбала! Уходи. Теперь уже поздно. Что ж, прощай.
что ж, обрадую я Идриса. Эй, Бектас, сбегай к дяде Капикбаю за плеткой. Ну чего стоишь? Кому я сказал, беги? На, и скажи своему отцу, что это ему от меня подарок. Дай сюда. Не трогай маму! Ну, бей, что ж ты. И несовестно тебе. Бабские сплетни слушаешь. На, Бектас, переобуйся. Эй, а ну-ка, парень, покажи мне свои сапоги. Давай, давай. Да ты не бойся, я только посмотрю. О, смотри, меня как раз. И почти совсем целый. Да вы не жалеете. Нас Бакшабай на такое дело ведет. С лихвой рассчитаемся. Эй, ты что, не веришь мне? Да нет, нет. Что ты? Ты куда собрался, Бектас? К дяде Жантаю. Успеешь. Сиди дома.
Ты что так смотришь, сынок? Жантай в город ездил. Может, он к Тардебеку в больницу заходил. Ну, тогда беги. Узнай у него. Жантай наш совсем молодцом стал. Кто бы мог подумать. А за лес тебе большое спасибо, Жантай. Теперь нам и дров, и стройматериала хватит. Дядя Жантай, басмачи, у нас в доме люди Бакшабая. Люди Бакшабая. Звоните на заставу, я их пока задержу. Скорей. Вот когда я с ними рассчитаюсь. Вон твой братишка у окна. Тардебек! Тардебек! Бектас! Бектас! Это тебе. Здесь хорошо. 3 раза в день кормят. Во как я все время сыт. К чаю каждый раз сахар дают. Вот, это я тебе приберег. Не надо, сам кушай. А знаешь, я наврал, что у меня живот болел. Когда тебя конь понес. Бери сахар, Бектас, бери. Ты же его любишь. Мне еще здесь сколько хочешь дадут. А жалко, что ты тоже не заболел. Вот бы сахару наелся. Меня еще не скоро домой отпустят, тетя врач сказала. Ну как там у нас дома? Ребята, наверное, на санках катаются. А у тебя теперь новые санки есть. Отец сделал. Ты только поправляйся скорей. Вместе будем кататься. Тебе пора уходить. Знаешь, ребята по тебе скучают. Привет передавали. Больше нельзя сидеть. Иди. До свидания. Бектас! Бектас, не уходи! Бектас, я хочу домой! Я соскучился по бабочке. Не плачь, Тардебек. Ты же умный мальчик, не плачь. Он скоро еще придет. Я приду. Бектас! Дорогие товарищи, в день славного праздника 13-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мы можем с законной гордостью заявить о том, что социалистическое строительство в нашей стране знаменуется все новыми и новыми победами. Несмотря на ожесточенное сопротивление классового врага,
Коллективизация успешно завершена по всей республике. Аульное крестьянство на деле убедилось в преимуществах колхозного строя и радостно приветствует новую жизнь. Şuvarmın, şuyunu katтай zaulaymın, жанған оттай қаулаймын, мен ақ бауыр кер жорға, әдемі басқан аяғын, жолдары... Ата, Ленин ата, мы без учителя остались. Был у нас хороший учитель, Сагатбай ага. Он все знал и всему нас учил. А теперь мы одни остались. Бектас, ты почему в городе? У Тардыбека в больнице был. А, хорошо. Ну, поехали домой. Поехали. Ну как, Бектас, город тебе понравился, а? Да, там много школ. Верно, школ много. Ничего, скоро и к нам пришлют учителя. Знаешь, Бектас, а я вчера заходил в гости к твоему учителю Сагатбаю. Правда? Ну как он? Хорошо. Такой же, как и был. Спорит со всеми. Что ты его всегда ругаешь? По-моему, он прекрасный человек. Стойте! Куда путь держите? Большевики! Мое почтение, товарищ Шарманов. Знал я, что наши пути переплетутся. Вот, наконец, мы с тобой и встретились. Но рук своих я тебя марать не буду. Так только слегка прижгу, колхозное клеймо на твой дурацкий лоб припечатаю. Будешь носить его всю жизнь и вспоминать Бакшабая. Это то самое клеймо, которым вы моих коней поганили. Отвязать жеребца, быстрей. Готово, хозяин. Давай. Жаль, вашего учителя нет. Я бы уж заодно и его разукрасил. Беги, Бектас, беги.
Акимбай, Акимбай, сыночек мой. Эх, дураком же я был. А летит как хорошо. Ага. Осторожно, не рассыпь. А, Идрис, подходи. Держи. Так. Смотри, кто-то к нам едет. Это учитель. Школа снова откроется. Надо встретить. Вот дети обрадуются. Соскучились они, бедные, по своей школе. Да, соскучились. Держи покрепче. Эй, ребята! Ребята! Учитель едет! Учитель! Сагатбай-ага! Сагатбай-ага! Сагатбай-ага приехал! Ой, учительница новая. А я думал, Сагатбай-ага приехал. Устраивайтесь. Если что понадобится, заходите ко мне в аул совет. Хорошо, спасибо. Кто зовется ленинцем, никогда не ленится. Стали мы героями, жизнь в колхозе строим мы. Было худо с баями, их сейчас не знаем мы. Стар я пусть, но красотка сядет рядом. Эк-хо, как юнец, я обожгу жарким взглядом. Эк-хо, в беге лет сердце возраст одинаков. Мне всегда было годков, эк-хо, 20 с гаком. Ну, здравствуйте, дорогой мой Сагатбай-ага. Здравствуй, здравствуй. Сагатбай-ага. Бектас, дорогой. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.